Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать тайны мира. 35 реальных случаев реинкарнации. Из этого видео вы узнаете следующее. Как мальчик, который жил недалеко от границы с Сирией и Израилем, нашел своего убийцу. Каким необычным способом врач-гипнотерапевт Элен Биллингс вылечила тяжелую форму бронхиальной астмы одной из своих пациенток. Почему мальчик по имени Бишем Чанд с самого детства был буквально возмущен тем местом, в котором он родился? Как Семих Тутусмус вспомнил жену и убийцу из прошлой жизни и нашел их снова? Что чаще всего случается после встреч реинкарнированных людей с их, так сказать, бывшими родственниками? Кем переродился Сидни Коу Ховард, сценарист легендарной картины «Унесенные ветром»? Чем привлекла к себе всеобщее внимание Наталья Бекетова, когда училась в 6 классе? О ком в 2006 году газета The Sun Online поведала историю миру, а британские документалисты сняли фильм «Мальчик», который уже жил раньше. В кого переродился и чем теперь занимается 35-й президент США Джон Кеннеди? Какие 4 короля из разных эпох, слишком уж похожи, считали себя помазанником Божьим и старались достичь невероятного? Не являются ли они воплощениями одной и той же души? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Практически все мировые религии признают бессмертие души. Многие из них не отрицают и того факта, что душа может вновь обретать физическое воплощение в новых жизнях. Еще Циолковский утверждал, что жизнь не заканчивается с физической смертью человека, а души — это неделимые атомы, блуждающие по Вселенной. Так это или нет, сказать сложно, но вот истории о людях, которые помнят свои прошлые жизни, известно много. Вера в реинкарнацию – это личное дело каждого, которое зависит от религиозных и культурных убеждений. Однако мы не можем пройти мимо такой захватывающей темы. В этом видео мы хотим рассказать 35 реальных случаев реинкарнации. Возможно, некоторые из приведенных в нашем видео случаев покажутся вам не более, чем мистификацией, но большинство описанных историй видится нам вполне реальными. Хочу обратить ваше внимание, что ближе к завершению этого видео мы расскажем о реальных случаях реинкарнации, которые уже были описаны в других наших видео, но не включить их в данный ролик по этой теме мы просто не можем. Эти случаи весьма яркие и наполнены множеством таинственных деталей. Думаю, они будут особенно интересны зрителям, которые подписались на наш канал относительно недавно, ну а постоянные зрители, возможно, тоже откроют для себя что-то новое и интересное. Кроме того, хочу отметить, что в этом видео в качестве бонусного факта я приведу большое количество коротких историй обычных людей, взятых с различных форумов и из комментариев, которые касаются их личного опыта, связанного с реинкарнацией. Итак, начнем. 1. Мальчик, который нашел своего убийцу. Ныне покойный доктор Эли Лаш, наиболее известный своей научной работой в Газе, в рамках израильских операций, изучил случай с 3-летним мальчиком, который жил недалеко от границы с Сирией и Израилем. На Голландских высотах, близ границы Сирии и Израиля, проживает община друзов. Это арабоязычная этноконфессиональная группа с собственной религией, которая принимает учение о переселении душ. В одной из семей этой общины как-то родился мальчик с вытянутым красным родимым пятном на голове. Когда ребенку исполнилось 3 года, он неожиданно заявил своим родителям,
что был убит в прошлой жизни в одной из деревень неподалеку. Кроме того, мальчик вспомнил, что его прошлая смерть наступила от удара топором по голове. Когда мальчика привезли в деревню из его воспоминаний, он сразу же указал старейшинам дом, в котором он якобы жил в прошлой жизни. А местные жители подтвердили, что в этом доме действительно жил одинокий мужчина, который пропал без вести 4 года назад. Это удивительно, но мальчик не только безошибочно назвал собственное имя, данное ему при рождении в прошлой жизни, но и вспомнил фамилию и имя своего убийцы. Он привел старейшин к месту, где было спрятано его тело, а неподалеку было найдено и орудие убийства – топор. Жители деревни подтвердили, что на том самом месте действительно обнаружили скелет мужчины с ранением в голову, которое в точности совпадает с родимым пятном мальчика. Под тяжестью всех представленных доказательств убийца признался в своем преступлении. 2. Вот моя дочь Франса. Эта удивительная история случилась в 70-х годах прошлого века в Западном Берлине. 12-летняя Елена Меркарт попала в больницу с серьезными травмами после катастрофы. Ее доставили уже без сознания, и состояние было крайне тяжелым. Шли дни. Когда однажды утром Елена неожиданно очнулась, все вокруг были в шоке. Девочка заговорила на чистейшем итальянском, которого раньше не знала. Она утверждала, что зовут ее Розетта Кастильяни, что живет она в городе Нафтеа, недалеко от Падуи, в Италии. Говорила, что родилась 9 августа 1887 года. А затем неожиданно воскликнула: «У меня 2 детей, Бруно и Франса, они меня ждут. Скажите господину врачу, что мне нужно вернуться домой». Поначалу врачи решили, что это все последствия травмы мозга, которая привела к навязчивым фантазиям и бреду. Но объяснить, почему девочка стала говорить по-итальянски, никто не мог. За помощью решено было обратиться к известному западногерманскому психологу Раведеру. В сопровождении прессы психолог, сама Елена и ее родители отправились в Нафтеу, где в старом приходском регистре нашли соответствующие записи. Оказалось, что девочка по имени Розетта Теобальди действительно родилась 9 августа 1887 года, а 17 октября 1908 года вышла замуж за Джино Кастильяни. В тех же записях был найден адрес, по которому она жила, и где умерла 17 октября 1917 года. Когда они пришли на указанную улицу, Елена уверенно указала на одно из зданий и сказала: «Вот мой дом». Она не ошиблась. Дверь открыла дочь Розетты. 12-летняя Елена узнала ее и воскликнула: «Вот моя дочь Франса». 3. Вторая семья. Не менее интересная история произошла в городе Дунфан китайской провинции Хайнань. Мальчик, получивший при рождении имя Тан Цзиншань, поразил своих родителей, когда в возрасте 3 лет, едва научившись говорить, заявил им, что он не их сын, и что на самом деле его зовут Чэнь Минада. Мальчик очень подробно рассказал о том месте, где он жил раньше, назвал имена своих прежних родителей и вспомнил, что погиб во время революционной смуты от выстрелов и сабельных ударов. Удивительно, но на животе ребенка действительно были родимые пятна, по форме напоминающие шрамы. Поскольку место его предыдущего рождения оказалось не так далеко, когда мальчику исполнилось 6 лет, родители решили съездить туда, чтобы во всем разобраться. Оказавшись на месте, Тан Цзиншань без труда нашел свой старый дом, а войдя в него, он узнал своего прежнего отца и представился как Чэнь Минада. Санди, прежний отец мальчика, долго не мог поверить в рассказ ребенка, но Тан рассказал о таких подробностях своей прошлой жизни, о которых никто кроме него не мог знать. С тех пор у Тан Цзиншань появилась вторая семья из прошлого. Его прежний отец и сестры приняли его как Чэнь Минда. 4. Астма из космоса. В 1998 году дипломированный врач-гипнотерапевт Элен Биллингс из американского города Милл-Вэлли в интервью журналу UFO Magazine рассказала об одном необычном случае из своей практики. Несколько лет назад к ней пришла женщина с тяжелой формой бронхиальной астмы, являющейся преимущественно аллергическим заболеванием.
Элен предложила ей отыскать причину этой аллергии в ее прошлом. В течение 2 сеансов глубокого гипноза пациентка побывала в своей юности и детстве, вплоть до младенческих лет. Но найти причину болезни им так и не удалось. На 3-й раз они договорились, что с помощью гипноза попробуют заставить ее вспомнить ближайшую из прошлых жизней. И вот эта женщина увидела себя на борту межзвездного корабля, одетой в необычного вида космический скафандр. На уточняющий вопрос Элен, действительно ли мы оказались в прошлом, она ответила утвердительно. Тогда Элен спросила, является ли она жительницей Земли. И женщина ответила, нет. В той жизни она была бортовым врачом космической экспедиции, ее муж тоже был членом экипажа корабля. Внезапная авария на борту привела к разгерметизации отсека, в котором она находилась. Женщина задохнулась. В этом и крылась причина болезни уже в настоящей жизни. По словам Элен, с тех пор ее клиентка с каждым днем стала чувствовать себя все лучше, а вскоре астма практически полностью исчезла. 5. В нашем доме так не кормят. Мальчик по имени Бишем Чанд родился в 1921 году в небогатой индийской семье из города Барели. С самого детства он был буквально возмущен тем местом, в котором он родился. Едва научившись говорить, он стал заявлять, что в его доме так не кормили даже прислугу. Мальчик требовал роскошной еды, отказывался носить хлопковую одежду и говорил, что привык ходить только в шелковой. Мальчик часто рассказывал о своей богатой семье из города Филбехт, в которой он якобы жил раньше. Дальше больше. В 8 лет Бишема застукали за распитием, так сказать, взрослого напитка из домашнего серванта. На возмущение родителей он ответил только, что напиток очень плохой и в его доме такой не употребляют. Иногда он меланхолично предлагал отцу завести себе кроме мамы кого-нибудь еще. А однажды, увидев отцовские часы, сказал, что это плохие часы и чтобы купить хорошие, нужно обратиться к его личному агенту-мусульманину. Несмотря на несколько статей в местной прессе, серьезным расследованием слов мальчика никто не занимался. До тех пор, пока однажды Бишем не сказал: «Я помню, что у меня была женщина по имени Падма. Когда я увидел ее с другим, то взял ружье и пристрелил этого мерзавца». Делом заинтересовался местный прокурор по имени Сахей. Он отправился в Филбехт и выяснил, что там действительно живут богачи по фамилии Нараян, а об их развратном сыне Лакшми был наслышан весь город. Оказалось, Лакшми Нараян, кем и считал себя маленький Бишем, на самом деле путался с местной девушкой легкого поведения Падмой. Он считал ее своей собственностью и однажды застрелил мужчину, выходившего из ее комнаты. Семья Нараян была достаточно богатой и влиятельной, чтобы замять это дело. Однако сам Лакшми умер естественной смертью всего через несколько месяцев после того инцидента в возрасте 32 лет. Все эти события были еще свежи в памяти горожан, ведь с тех пор прошло всего 8 лет. Свидетели настаивают, что возможность обмана в этой истории вообще исключается, так как семья Бишема Чанда ничего не могла выиграть от сближения с Нараянами. Ведь всем было известно, что семья Нараянов довольно быстро разорилась после смерти Лакшми. 6. Мальчик вспомнил жену и убийцу из прошлой жизни и нашел их снова. Семех Тутусмус родился в деревне Сарканак, Турция. Как только мальчик научился разговаривать, он поведал семье о том, что на самом деле его зовут Селим Фесли. Но странно и другое, когда мать мальчика была им беременна, ей приснился сон, в котором человек с окровавленным лицом, общаясь с ней, рассказал некоторые детали своей жизни. Он утверждал, что его имя Селим Фесли. Выяснилось, что человек с таким именем действительно проживал в соседней деревне и умер в 1958 году. Он был убит выстрелом в лицо и правое ухо. Тут уже был рожден с деформированным правым ухом. Когда ему исполнилось 4 года, мальчик отправился в дом Фесли и сказал его вдове: «Я Селим, а ты моя жена, Катиби». Он вспомнил некоторые детали их совместной жизни, а также назвал имена их детей. Эти подробности никто не мог знать, кроме самого умершего. Затем он шокировал всех тем, что идентифицировал человека, который застрелил его.
Этот случай был изучен ныне покойным доктором Яном Стивенсоном из Университета Вирджиния. 7. Пожарник был генералом в гражданской войне. Пожарник в отставке Джеффри Кин почувствовал необъяснимое желание посетить поле, где во время гражданской войны между Севером и Югом произошло знаменитое сражение при Энтитиме. Джеффри отправился туда в качестве туриста, но странные, почти страдальческие эмоции не покидали его на протяжении долгого периода. Ощущая чуть ли не физическую боль, он едва мог описать словами все то, что чувствует. Обсуждая эти ощущения позже со специалистами, в голове Джеффри постоянно вертелась фраза «не сейчас». Он заинтересовался темой гражданской войны и стал просматривать литературу в местных библиотеках и архивах. В одном из источников он обнаружил статью о Джоне Брауне Гордоне, генерале, принимавшем участие в гражданской войне. Оказалось, знаменитый герой войны решительно повторял фразу «не сейчас», удерживая свои войска в битве при Энтитиме. Также поражало физическое сходство между ним и Гордоном. Кроме того, многие пожарные из его бригады были удивительно похожи на людей, которые принимали участие на поле сражения. Кин обнаружил и другие сходства между внешностью генерала и своей собственной. Например, в том месте, где Гордон был ранен, у Кина обнаружились родимые пятна. Этот случай был изучен доктором Вальтером Симкив, психиатром, который работает экспертом по вопросам реинкарнации в Институте интеграции науки, интуиции и духа. 8. Мальчик помнит свою прошлую жизнь в качестве пилота, участвовавшего во Второй мировой войне. Доктор Джим Такер из Университета Вирджинии изучил случай с Джеймсом Лейнингером из Луизианы. Когда мальчику исполнилось 2 года, у него начались кошмары, связанные с падением самолета. После страшных видений Джим заявил, что он был сбит японцами, что его самолет взлетел с американского авианосца на Тома-Бэй, и что у него был друг по имени Джек Ларсон. Он также предположил, что в прошлой жизни его звали Джеймсом. Как оказалось, во время Второй мировой войны действительно существовал пилот по имени Джеймс Хьюстон-младший. Жизнь и смерть этого парня удивительным образом совпала со всеми деталями, рассказанными мальчиком. С помощью фотографии Лейнингер также смог идентифицировать место, где разбился самолет Хьюстона. 9. Сгоревшая в Чикаго. 2-летнему Люку из Цинциннати, штат Огайо, было 2 года, когда ему стали являться странные видения. Мальчик рассказал родителям о своей прошлой жизни. Он был черноволосой женщиной по имени Пэм, которая умерла при пожаре в здании города Чикаго, пытаясь выпрыгнуть из окна. Как оказалось, в 1993 году действительно случилась страшная трагедия. В отеле Пэкстон произошел пожар, в результате которого погибла афроамериканка Памела Робинсон. Она выпрыгнула из окна в попытке спастись от огня. Когда родители Люка попросили мальчика описать внешность Пэм, он описал ее такой, какой она была на самом деле. Чтобы окончательно удостовериться в правдивости рассказов своего сына, мать распечатала несколько фотографий афроамериканских женщин, в том числе и снимок Пэм, и попросила Люка указать на ту, про которую он говорил. Мальчик без колебания указал на фотографию Робинсон и сказал: «Это Пэм». Рассказ Люка лег в основу документального фильма «Призрак внутри моего ребенка». 10. 4-летний мальчик помнит свою прошлую жизнь в Голливуде. Райану Хэммонсу было 4 года, когда он начал вспоминать свою прошлую жизнь, которую он провел в Голливуде, и которая трагически оборвалась после того, как у него случился сердечный приступ. А после того, как мальчик увидел фильм «Ночь за ночью», картину 1932 года, он заявил, что дружил с человеком, который сыграл роль ковбоя в фильме, а также был актером из рекламного ролика изделий из табака. В этом фильме снимался актер Гордон Нэнс. Он снимался в ряде фильмов, играя ковбоев, а также, действительно, был лицом рекламы изделий из табака. Райан представил картину своей прошлой жизни, рассказал о человеке по имени Марти Мартин. Райан правильно воспроизвел сцены, в которых был задействован Мартин, и даже описал его жизнь в малейших деталях. Райан сказал, что он был сказочно богат. Несмотря на статус актера,
Марти не мог иметь столько денег, ведь он был второсортным артистом. Однако по завершении карьеры Мартин стал агентом, заработав кучу денег. Он объездил весь мир, передвигаясь по морю на огромных кораблях, купил шикарный дом с бассейном и дорогим пианино. Все эти факты указал Райан, также добавил, что у Мартина было две сестры, одна из которых была танцовщицей, а у его матери были вьющиеся волосы каштанового оттенка. Парень также сказал, что бывший актер обожал загорать, а у него на службе состояла темнокожая горничная. Все это соответствовало действительности. Но одну ошибку парень все-таки допустил. Он сказал, что адрес последнего жилья Мартина содержал слово «гора» или «скала», однако ни одного из этих слов в адресе не было. Зато там было слово «Роксбери», что созвучно с английским названием скалы «Рок». Также он сказал, что у него был друг по имени сенатор Айвс. Этим необычным случаем занимался доктор Такер, который подтвердил воспоминания Райана, сверив данные, полученные от мальчика с членами семьи Марти Мартина. Медицинский центр связался с дочерью Мартина, и она подтвердила, что ее отец был голливудским агентом, жил на Норф-Роксбери-драйв, имел 3 сыновей и однажды встречался с сенатором Нью-Йорка Ирвингом Айвзом. Однако после встречи с дочерью Мартина, малыш Райан полностью потерял интерес к своим голливудским воспоминаниям. На встрече он вел себя отчужденно, а после сказал матери, что энергия его дочери изменилась. Психиатр заявил, что и раньше встречался с подобной концовкой после встреч реинкарнированных людей со своими бывшими родственниками. Увидев, что люди из их прошлого живут дальше, перерожденные люди обретают завершенность и забывают о своем прошлом. 11. Мальчик помнит свою прошлую жизнь монахом на Шри-Ланке. Думинда Бандара Ратнаяки, 3-летний мальчик из Тундинии, Шри-Ланка, вдруг стал рассказывать о том, что в прошлой жизни он был монахом. Он настаивал на соблюдении всех ритуалов и ограничений, которые свойственны жизни монахов. Мальчик уверенно заявил, что он был старейшим монахом в храме Асгирии и что он умер от боли в груди. Он также рассказал о том, что у него была красная машина и радио. С особенной любовью описывал он слона. Достопочтенный Маханаяка Ганипана, покойный монах из храма Асгирии, действительно жил несколько лет назад. Детали его жизни и смерти соответствовали всему тому, что рассказывал мальчик. Во всем описании были лишь незначительные расхождения. Например, он владел граммофоном вместо радио, но мальчик, возможно, не знал, как описать граммофон, поэтому и не смог точно указать именно этот предмет. Данный случай был тщательно изучен доктором Элиндуром Харальдсоном, почетным профессором Университета Исландии в Рейкьявике. 12. Ливанский мальчик помнит свою прошлую жизнь. Доктор Харальдсон отправился в Ливан, чтобы подробнее узнать о еще одном странном случае, связанном с мальчиком по имени Назих Аль-Данаф. Аль-Данаф начал рассказывать родителям о своей прошлой жизни сразу же после того, как он научился разговаривать. Он с гордостью рассказывал о своем оружии, которым якобы владел. При этом мальчик использовал термины, которые явно не ожидаешь услышать от маленького ребенка. Его родителей также удивило то, что в таком возрасте их сын проявлял повышенный интерес к изделиям из табака и спиртным напиткам. Он также рассказал о немой подруге, у которой была только одна рука, рассказал, что у него есть красная машина и что он был расстрелян какими-то людьми, которые пришли к нему в дом. Аль-Данаф отправился к дому, где он жил в прошлой жизни. Этот маленький городок Кабершамун расположен всего лишь в 20 километрах от его нынешнего дома. Там действительно когда-то жил человек по имени Фуат Асад-Хадаш, и детали его жизни полностью соответствовали тому, что рассказал мальчик. Вдова Хадажа задала мальчику несколько вопросов, чтобы проверить его. Вопросы были такого характера: кто заложил фундамент этих ворот у входа в дом, кто красил стены и так далее. Назих ответил правильно на все вопросы. Это убедило близких и родных в том, что мальчик говорит правду и что он на самом деле помнит свою прошлую жизнь. 13. Мужчина помнит уроки прошлой жизни. Бизнес Руприхта Шульца процветал в довоенные годы в Берлине. Он владел сетью прачечных по всему городу. К
К сожалению, мужчина потерпел крах, как только разразилась Вторая мировая война. И вдруг мужчина вспомнил свою прошлую жизнь, в которой он, похоже, также потерпел подобную неудачу. Он вспомнил, что его бизнес в прошлой жизни имел отношение к древесине или судоходству, и что он ушел из жизни, воспользовавшись оружием в день празднования какого-то фестиваля после серьезных финансовых потерь. Его тянуло в Вильгельмсхафен, портовый город на севере Германии. По его ощущениям, он был связан с этим местом в 1880-х годах. Были найдены записи человека по имени Хельмут Коллер, который, действительно, ушел из жизни в 1887 году в Вильгельмсхафене во время празднования фестиваля Дня покаяния и молитвы. Коллер разорился, совершив роковую ошибку в ведении судоходного бизнеса. Мужчина решился на импорт слишком большого количества древесины, основываясь на недостоверных прогнозах роста налогов на товар. В итоге бизнес прогорел, а сам купец столкнулся с серьезными проблемами. Единственный выход, который он тогда увидел, это был пистолет и пуля. Как выяснилось, дела Коллера не шли столь плачевно, как он думал, когда совершил непоправимое действие. Это был хороший урок для Шульца, который столкнулся с подобными трудностями и большими потерями. Мужчина стал надеяться на лучшее будущее, без негативных мыслей об уходе из жизни. 14. Сценарист картины «Унесенные ветром» родился в теле другого человека. Маленький мальчик по имени Ли настаивал на том, что его второе имя было Коу, и его день рождения 26 июня, хотя это было не так. Он также заявил, что жил в Голливуде и что у него была дочь по имени Дженнифер. По словам мальчика, он писал сценарии для фильмов. Когда сестра спросила его, сколько ему лет, он ответил, что когда он умер, ему было 48 лет. Члены его семьи перечисляли фильмы, спрашивая его, написал ли он сценарий для одного из них, он отрицательно качал головой. И только когда была названа картина «Унесенные ветром», он отреагировал утвердительно. Известно, что сценарий для фильма написал Сидни Коу Ховард. У Ховарда действительно была дочь по имени Дженнифер, и он умер в возрасте 48 лет. Исследовал столь необычный случай доктор Такер. 15. Шанти Деви. В 30-х годах 20 века девушка из Индии Шанти Деви утверждала, что является реинкарнацией другой индийской женщины по имени Лукди Бай, родившейся в январе 1902 года. Лукди вышла замуж в 10 лет, потеряв своего первенца во время родов. Второго ребенка она родила через 13 лет. Роды были сложные, и девушка умерла через 2 месяца в результате осложнений. Шанти родилась на следующий год, после смерти Лукди Бай. Она практически ничего не говорила о реинкарнации, пока не стала старше. Когда она заговорила об этом, речь пошла о ее муже и ребенке. Девушка сказала, что ее мужа зовут Кидарнатх, он живет в Мадхуре вместе с сыном. Кроме того, она в точности описала своего мужа, его дом и магазин, которым он владел. Также она рассказала, как одевалась, когда была замужем и чем занималась. Родители Шанти прислушались к словам девушки после того, как она описала подробности своей смерти. Врачи также были поражены ее историей. Молодая девушка просто не могла знать всех деталей хирургических процедур, о которых вела речь. Позже семья Шанти организовала ее встречу с двоюродным братом Кидарнатха, которого девушка сразу узнала. Она также узнала Кидарнатха, хотя его намеренно представили девушке, как брата ее мужа. Новость о реинкарнации облетела всю Индию со скоростью света. Сам Махатма Ганди собрал следственную комиссию для расследования подробностей дела. Следователи приехали в Мадхуру вместе с Шантри, где она узнала нескольких человек и рассказала об изменениях, которые произошли за время ее отсутствия, после чего отвела следственную группу в дом мужа, хотя не бывала там ни разу. После выводов группы, новость стала достоянием общественности всего мира. Разоблачить девушку решили несколько человек, в том числе и Стурела Нерстранд, приехавший специально для этого из далекой Швеции. После пребывания в Индии он сделал вывод, что Шанти говорит правду. 16. Шанай Шумалаивонг.
Таиландский мальчик Шанай Шумалаевонг заговорил о своей прошлой жизни в 3 года. Он привлек внимание родителей частыми рассказами о своих других маме и папе, которые ждут его. Каждый раз откровения заканчивались слезами и истерикой. Также Шанай утверждал, что на самом деле его зовут Буакай, и он работает школьным учителем. Подавшись на уговоры сына, родители Шаная отвезли его туда, куда он просил. На месте мальчик безошибочно нашел дом, в котором раньше жил. Там его встретила пожилая пара, которая подтвердила, что 5 лет назад они действительно потеряли сына, которого звали Буакай. Молодого мужчину подстрелили, когда он ехал на работу в школу на велосипеде. Этот факт также совпадал со словами Шаная, тот тоже говорил, что умер, когда упал с велика. Однако про выстрел мальчик не сообщал, но этот момент тоже привел очевидцев встречи в шок, ведь смертельное ранение Буакая точно совпадало с местом родимого пятна Шаная. 17. Наталья Бекетова, Тати Вала. А вот и история из России. Наталья Бекетова, в отличие от предыдущих героев, привлекла к себе внимание необычными знаниями, когда училась в 6 классе. Тогда подросток упала в обморок прямо на уроке, когда очнулась, стала разговаривать на разных иностранных языках. Многие из них было сложно идентифицировать из-за их древности. После установили, что Бекетова знает 120 языков, именно столько жизней, по словам Натальи, она прожила ранее. 120 языков, которые внезапно стали мне доступны, это 120 прожитых мною жизней. Я фрагментарно помню почти каждую из них, но для воспоминаний мне требуется затратить слишком много энергии. Причем чем позже была очередная жизнь, тем труднее мне ее вспомнить. Знаю, что я была и мужчиной, и женщиной. Жила в разных частях света, в Африке, Южной Америке, Европе, Азии. Я помню себя в первобытном племени, помню берег озера в Японии, где девушка в розовом кимоно смотрела вдаль. Я хорошо помню себя в Англии, где родилась в 1679 году, в Китае, где жила несколько тысяч лет назад и была мужчиной. Я вижу себя в мундире наполеоновской армии. Тогда меня звали Жан де Вер, и я была заколота штыком в 21 год в Калининградской области. Я помню себя в Германии, где в 1920 году умерла от тифа в возрасте 13 лет, говорила Наталья в одном из интервью. Феномен Бекетовой неоднократно изучали. Кто-то подвергал сомнению историю девушки, кто-то восторгался. Сама же Наталья никого ни в чем не убеждала. На телевизионных программах, куда ее приглашали, она просто рассказывала, как изменились ее ощущения и мысли после того обморока в школе. Сейчас Наталья живет в Финляндии под новым именем Тати Вала. Решение переехать она приняла, когда узнала от бабушки, что в ее роду в этой жизни были предки из Лапландии. 18. Сэм Тейлор. Мальчик, которого назвали Сэм Тейлор, родился через 1,5 года после смерти своего дедушки. Когда ему было чуть больше года, малыш ошарашил своего отца в момент, когда тот менял ему подгузники. Мальчик заявил: «Когда я был в твоем возрасте, тоже менял тебе пленки». С того момента Сэм постоянно удивлял родителей фактами из жизни покойного дедушки, говорил, что у него была сестра, которую убили, про свою бабушку, которая любила делать молочные коктейли для его дедушки. Истории годовалого мальчика пестрили подробностями, о которых он просто не мог знать, ведь никто ему об этом еще не успел рассказать. Более того, Сэм безошибочно на всех фото находил своего деда. Даже на тех, где его предок был молодым. Каждый раз ребенок вскрикивал: «Это я». 19. Реинкарнация леди Ди. Билли Кэмпбелл родился через 18 лет после смерти принцессы Дианы и уже в 2 года, по словам родителей, начал вспоминать подробности своей якобы прошлой жизни. Ребенок признался своим родителям, что он является перевоплощением принцессы Дианы. Произошло это случайно. Мальчик увидел фотографию и сказал: «О, это я был в прошлой жизни», поделился подробностями социолог Роман Волков. Поведение Билли напугало его родителей. Мальчик делился деталями жизни Дианы, о которых просто не мог знать. Например, однажды он упомянул Джона,
брата леди Ди, который умер до ее рождения. Еще Билли рассказывал о большом замке с единорогами на стенах. Удивительно, но именно так выглядят интерьеры Балморал, резиденции британских монархов в Шотландии, где много раз бывала принцесса Диана. Для родителей стало большим вопросом, откуда он узнал о существовании замка Балморала, который он детально описал. Балморал связан с единорогами, это как раз является символом Шотландии, говорит эксперт. Недавно Билли Кэмпбелл шокировал родителей еще одним жутким воспоминанием из прошлой жизни. Мальчик заявил, что перестал быть принцессой, когда завыли сирены. Леди Ди умерла в больнице после автокатастрофы 31 августа 1997 года. Откуда 7-летний ребенок узнал об обстоятельствах ее гибели – загадка. Родители Билли утверждают, что ничего не рассказывали ему об истории королевской семьи. Но можно ли верить их словам? 20. Вещий сон и Лили Понс. С похожим мистическим феноменом столкнулись родители Дороти Анжелики. У девочки еще в раннем возрасте проявился особый талант к музыке. Она пела словно оперная певица и держалась на сцене так, будто всегда этим занималась. Мама вспомнила, что еще будучи беременной, она увидела так называемый вещий сон. А именно, что ее зовет девочка в клетчатом платье, которая очень хорошо поет, рассказала психолог Злата Ната. В возрасте 6 лет Дороти заявила, что в прошлой жизни она стояла на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, а звали ее Элис Понс. Мама Дороти была шокирована, дочь произнесла прозвище американской оперной певицы Лили Понс. Позднее девочка рассказала много подробностей из жизни знаменитости, о которых не могла знать. 21. Женщина жила 150 лет назад. Один из самых известных задокументированных случаев реинкарнации произошел от лидера в этой области, покойного доктора Яна Стивенсона. Дело было сосредоточено вокруг 32-летней женщины Утара Хадар, которая начала описывать свою предыдущую жизнь в соседней деревне, когда она была ребенком. Ее родители не обращали особого внимания на ее боязнь змей и увлечение бенгальской культурой, которая сильно отличалась от их культуры маратхи. Однако, когда ее личность из прошлой жизни, Шарада, появилась, говоря на бенгальском, совершенно другом языке, они забеспокоились. Как Шарада, она назвала 25 человек, которых знала за эту жизнь, свои отношения с каждым из них и то, как она с ними взаимодействовала. Шарада жила на 150 лет раньше и жила почти в 600 милях от дома Утары. Шарада утверждала, что королевская кобра укусила ее за правый палец ноги, но не помнила о своей смерти. Когда доктор Стивенсон и его группа научных сотрудников узнали об этом случае, они были рады обнаружить, что это не было запятнано самоанализом, как часто оказывалось при изучении истории о реинкарнации. Он написал книгу об Утаре и 24 случаях из ее прошлой жизни, которые его команда смогла проверить. 22. Известная художница Элен Смит, годы жизни 1861-1929, рожденная под именем Катерины Мюллер, с самого раннего детства отличалась несколько странным поведением. В один момент она заявила, что является перевоплощением казненной королевы Франции Марии Антуанетты. Позже ее тело стало оболочкой для реинкарнации дочери арабского шейха и жены принца из Индии. Она заявила, что выполняет задачу духовного посредника, получая послания от невидимых существ для ее передачи людям. После регулярных погружений в транс, Элен утверждала, что общалась с марсианами. На вопрос, каким образом происходило общение, она отвечала, что знает их язык и письменность, в качестве доказательства издавая нечленораздельные звуки и выводя каракули на бумаге. Более того, Элен Смит даже рисовала загадочную местность, которая, по ее словам, и была Марсом. На рисунках художницы можно было увидеть дома, лодки, людей, сооружения и растения, которые были разбросаны по марсианскому ландшафту. 23. Родовые отметины ребенка совпали со смертельными травмами велосипедиста, которого сбил автобус. Пурнима Эканаяки из Шри-Ланки
родилась с необычными родимыми пятнами, усеивающими нижние ребра и грудь. В раннем возрасте, после школьной экскурсии в храм, расположенный в 145 милях от города, она начала рассказывать о своей прошлой жизни. И Канаяки утверждала, что жила в городе, расположенном через реку от храма. Она рассказала, что когда-то была мужчиной, изготавливающим благовония, который погиб в дорожной аварии. Отец Канаяки вместе со своим шурином отправился в город Келания. Они расспросили местных изготовителей благовоний и нашли имя Дженадоса. Дженадоса был изготовителем благовоний, которого сбил автобус, когда он ехал на велосипеде. Семья Канаяки отвела ее в дом Дженадоса, где она смогла опознать его жену и дочь и назвать школу, в которой учился Дженадоса. Семья Канаяки не имела никаких контактов или связей с семьей Дженадоса. Трудно объяснить, как ей удалось получить столь специфическую информацию. Далее были еще и родимые пятна. Отчет о вскрытии Дженадоса показал несколько переломов и синяков, полученных в результате несчастного случая, которые проходили вдоль нижних ребер и левого бока. 24. Женщина из Швеции утверждает, что является реинкарнацией Анны Франк. Карлен Барбара родилась в Швеции в 1954 году. С того момента, как Карлен начала говорить, она стала рассказывать своим родителям странные истории о некой Анне Франк. Карлен утверждала, что она и есть Анна Франк. Ей снятся кошмары, в которых мужчины выбивают дверь ее дома и забирают ее. Ее родители были в недоумении. На тот момент они даже не подозревали, что Анна Франк была реальным человеком. Франк умерла в 1945 году в концентрационном лагере Берген-Бельзен после того, как нацисты обнаружили ее и ее семью, прятавшихся на чердаке в Амстердаме. Они пытались избежать преследований за то, что были евреями. 25. Камерон Макколей. В 2006 году газета The Sun Online поведала миру историю жителя Великобритании Камерона Макколея. Британец, а на тот момент ему было 6 лет, рос обычным ребенком, но вот только своим сверстникам рассказывал о своей второй маме, другом доме и местах, в которых никогда прежде не бывал. Родители обеспокоились состоянием сына, ведь он постоянно плакал и говорил, что тоскует по своим прежним родственникам. С помощью психологов удалось узнать, что все события, о которых повествует Камерон, произошли с ним на острове Бара, а это 250 километров от места жительства семейства Макколей. Было принято решение отправиться на остров, где ребенку сразу стало лучше. Он перестал плакать, и его психическое состояние улучшилось. Британские документалисты, поверившие в реинкарнацию, сняли о мальчугане документальный фильм «Мальчик», который уже жил раньше. 26. Таранджит Сингх. Мальчик Таранджит Сингх в 2 года заявил, что его зовут Сатнам, а жил он в поселении Чакнила, в 60 километрах от теперешнего места жительства. Он также рассказал, как погиб в автомобильной катастрофе, когда шел в школу, и что в руках были 2 учебника и 30 рупий. Отец и мать Таранджита обеспокоились и обратились к специалистам. Один из криминалистов заинтересовался историей. Он, сравнив почерки 2 мальчиков и опросив десятки свидетелей, сумел доказать, что Таранджит является перевоплощением мальчика, который погиб в 1992 году. Главное, что мать показала полиции окровавленные учебники и 30 рупий, которые хранит в память о погибшем сыне. Именно их вспомнил через 10 лет Таранджит. Парень продолжает воспитываться в своей реальной семье, хотя его первая семья намного богаче. Но родители погибшего мальчика прекрасно понимают чувства родителей и просто иногда навещают Таранджита. 27. Борис Киприянович. Случай с Борисом из интервью Керри Кэссиди. Проект «Камелот» отличается от других тем, что мальчик рассказывает о своей предыдущей жизни на планете Марс. Борис необычный мальчик. Его мать утверждает, что он начал говорить в возрасте всего 4 месяца и вскоре уже произносил полные слова. В 8 месяцев он говорил предложениями, а в 2 года умел читать. Он стал местной знаменитостью за то, что был таким умным, и когда ему исполнилось 3 года,
Он мог назвать все планеты в Солнечной системе, перечислял номера галактик и многое другое. Он так много знал об астрономии, что было удивительно для ребенка его возраста. Люди с Марса путешествовали во многих галактиках и планетных системах. Были корабли самолетного типа. Они были треугольными. Были корабли, как капля. Он сказал, что эти корабли использовали мощность плазмы, мощность ионов. Если бы они использовали бензин, топливо закончилось бы слишком быстро, и двигатели не были бы такими мощными. Он также говорил о телепортации, утверждая, что портал — это то же самое, что телепорт. Время замедляется и открывает своего рода портал, в котором время ускоряется, я не могу сказать точно. Я не помню. Такой портал открывается в одном месте, и через несколько секунд или даже минут, если перемещаешься на далекие расстояния, можно очутиться в совершенно другой области космоса. Не все корабли имели одинаковый принцип. Корабли с плазменными двигателями были ограничены передвижением только в Солнечной системе на большой скорости. Корабли в форме капли являлись носителями для других кораблей. У каждой расы были свои технологии и разработки. Например, если у нас были плазменные ионные двигатели, у других были энергетические двигатели. Он говорил и о других людях с других планет, о планетарном сотрудничестве, о войнах между планетами. Он также говорил о людях, которые все еще живут на Марсе, но под поверхностью и внутри планеты. По его словам, для дыхания им требуется углекислый газ. Любопытно то, что постепенно слова Бориса Киприяновича подтверждаются исследованиями ученых. Пророческие заявления Бориса были восприняты неоднозначно. Одни, как мать мальчика, поверили ребенку и считают, что к его словам нужно прислушаться, в то время как другие полагают, что Киприянович начитался фантастических романов или статей об альтернативной истории. Хотя никто не отрицает удивительные способности молодого человека, которые он начал проявлять в столь юном возрасте. Стоит сказать, что идея о ядерной войне на Марсе, которая уничтожила там все живое, не является новой. Такой сценарий всерьез обсуждался даже именитыми учеными. Но пока доказательств этому нет. Впрочем, нет и убедительных опровержений. Безусловно, загадочности этой истории добавляет тот факт, что начиная с 2020 года никто не может связаться с 26-летним Борисом. Куда же пропал вундеркинд? Один из его друзей сказал, что его спрятали спецслужбы, другой, что он уехал в Москву. Однако точного ответа на этот вопрос не знают даже его родные. А как думаете вы, стоит верить Борису или все это лишь его выдумки? 28. Реинкарнация убитого президента Джона Кеннеди. Неряшливого вида воин по имени Араану провел всю свою жизнь в джунглях Новой Гвинеи. Но, как ни странно, этот удивительный дикарь так хорошо знаком с подробностями жизни Джона Кеннеди, что исследователи убеждены, он – перевоплотившийся трагически погибший президент Америки. Поразительно, но этот 37-летний туземец из племени Атабейрия родился 22 ноября 1963 года в 2 часа по восточному времени. Именно в этот момент и было объявлено о кончине американского президента в Далласе. Араану прожил всю жизнь в джунглях, в тысячах миль от цивилизации, говорит психиатр из Нидерландов доктор Клаус Демолин. Он не имел доступа к книгам, радио или телевидению, но тем не менее знаком с самыми сокровенными деталями из жизни Кеннеди. Дикарь знает о жизни президента больше, чем историки, которые изучали его биографию всю свою жизнь, а в некоторых случаях даже больше, чем члены семьи Кеннеди. Я потратил 2 месяца, наблюдая этого человека, подвергал его всем известным современной психиатрии тестам, и могу сказать, что ни разу не удалось уличить дикаря в обмане. По моему мнению, он в действительности перевоплощение президента Джона Кеннеди. В этом у меня нет никаких сомнений. Ученые впервые открыли существующую связь между умершим президентом Америки и туземцем, проживающим в самом сердце джунглей, когда проводили экспедицию по Новой Гвинее. Мы нашли племя Атабейрия, добравшись до верхних порогов реки Флай, вспоминает участник экспедиции австралийский антрополог доктор Бернард Хок.
Племя это очень заинтересовалось нами, поскольку большинство туземцев впервые увидели людей белого цвета кожи. Но этот молодой человек по имени Араану проявил к нам наибольший интерес, особенно после того, как узнал, что я получил образование в США. Он рассказал мне, что в своей прошлой жизни также жил в Америке, и он принимал участие в управлении страной. Рассказал нам и о своих прошлых любовных увлечениях, и о политической стратегии, использованной им с целью победы на выборах, и о конфликтах с ФБР. Его рассказы были просто поразительны. Доктор Хок собрал группу ученых, состоящую из физиологов, историков и специалистов по паранормальной психологии для обследования Араану и собеседования с ним в больнице города Мостинг провинции Ириан-Яя, одна из двух провинций острова Новая Гвинея. Вынужден сказать, что я всегда был скептиком по отношению к вопросу о переселении душ. Но этот молодой человек сумел заставить нас поверить в это, говорит доктор Демолин, руководитель группы исследователей. Даже без использования гипнотического воздействия он описал свою предыдущую жизнь, то есть жизнь президента Кеннеди, в мельчайших деталях и при этом дал точную характеристику дома в Бронксвилле, где провел свое детство. Этот факт интересен тем, что прошло много времени с тех пор, когда этот дом был разрушен. Араану повторил и тезисы, которые написал Кеннеди в 1940 году о британском правящем классе. Мало того, он схематически изобразил и интерьер Белого дома в подробных деталях. Все это, в сочетании с фактом рождения Араану в момент смерти Джона Кеннеди, дата рождения зафиксирована в записях племени, похоже, подводит нас к выводу: президент перевоплотился и в настоящее время живет в дебрях Новой Гвинеи. 29. Реинкарнация Шекспира. Режиссеру и драматургу из Швеции Ингрид Лунд было всего 5 лет, а она уже знала наизусть каждую строчку, написанную Шекспиром. Да и сама она написала уже 3 пьесы, 2 из них в качестве режиссера поставила в театре Ингмара Бергмана. Один из театральных обозревателей писал о первой постановке: «Острое чувство характера и удивительный язык таинственным образом напоминают великого Шекспира». Ингрид не удивляет такое сравнение. Девочка уверена, что она и есть Шекспир. «Душа проходит много инкарнаций», — объясняет она. «Мы постоянно снова рождаемся в других телах, чтобы прожить новую жизнь и получить уроки, которые она нам дает. Я — это душа, которая когда-то гуляла по земле под именем Уильяма Шекспира. Теперь я вернулась как Ингрид Лунд. Конечно, люди не верят мне. Но, надеюсь, со временем я смогу переубедить их. За время этой жизни я собираюсь написать гораздо больше пьес, чем в конце XVI – начале XVII века. Многие считают, что Ингрид всего лишь умная, не по годам развитая девочка с живым воображением. Но британский специалист по Шекспиру Марвин Килонис не согласен с подобным мнением. «Я никогда не верил в реинкарнацию», — признается он. «Но читая переводы пьес маленькой девочки, я пришел к убеждению, что они могут быть написаны только одним автором, величайшим драматургом, какого знает мир, Уильямом Шекспиром». 30. Линкольн и Кеннеди – перевоплощение одной души. Линкольн стал президентом США в 1860 году. Кеннеди стал президентом США в 1960 году, разница 100 лет. Оба были убиты в пятницу. Оба в присутствии жен. Оба выстрелом в голову. Линкольн был убит в театре Кеннеди. Кеннеди был убит в автомобиле Линкольн. Незадолго до смерти Линкольн побывал в городке Монро, что в Мэриленде. У Кеннеди незадолго до смерти был роман с Мэрилин Монро. Оба южане. Оба демократы. До того, как стать президентами, оба были сенаторами США. Джон Уилкис Бут, застреливший Линкольна, родился в 1839 году. Ли Харви Освальд, застреливший Кеннеди, родился в 1939 году. Разница 100 лет. Оба имени в английском написании, Джон Уилкис Бут и Ли Харви Освальд, состоят из 15 букв. Бут сбежал из театра и был схвачен на чердаке. Освальд бежал с чердака, его арестовали в театре. Преемник Линкольна после убийства Джонсон. Преемник Кеннеди после убийства Джонсон.
Первый, Эндрю Джонсон, родился в 1808 году. Второй, Линдон Джонсон, родился в 1908 году, разница 100 лет. 31. Александр, Иван Грозный, Петр I, Николай I, перевоплощение одной души. Александр Македонский, Иван Грозный, Петр I, Николай I родились в царских семьях и были детьми правящих монархов. Каждый из них считал себя помазанником Божьим и старался достичь невероятного. Рано потеряли отцов и еще в юношеском возрасте получили титул правителя. Иван, Петр потеряли отца в 3-летнем возрасте. Николай в 4-летнем. Отец Николая погиб точно так же, как отец Александра, от рук заговорщиков. Отцы Петра и Николая ушли из жизни в 47-летнем возрасте. Все 4 монарха – Александр Македонский, Иван Грозный, Петр I, Николай I – были прекрасно образованными для своей задачи людьми. Внешне выглядели примерно одинаково и обладали похожими привычками в быту. Все 4 были рослыми, крепкими, статными мужчинами, отличались неприхотливостью. Лично руководили войском в бою, успешно вели завоевательные войны. 32. Реинкарнация Мэрилин Монро. 43-летняя солистка канадской рок-группы Пандемония Шерри Леа Лейерт утверждает, что является реинкарнацией знаменитой актрисы Мэрилин Монро. Утверждение разведенной матери 21-летней дочери поддерживает психиатр из Малибу Адриан Финкельштейн. Врач заявил, что обнаружил предыдущее воплощение Лейерт, погрузив ее в состояние гипноза во время сеанса спорной регрессивной терапии, известной как возвращение в прошлую жизнь, когда пациенты вспоминают прошлые жизни, чтобы разобраться в проблемах нынешней. В науке, а я ученый, мы приходим к вере в то, что научно доказали, заявил Финкельштейн в своем интервью. Я путем исследования установил, что Шерри Леа Лейерт является реинкарнацией Мэрилин Монро. Финкельштейн, автор книг и лектор, прежде чем заняться духовным целительством и терапией New Age, изучал методы традиционной психиатрии. Окончив престижную школу психиатрии Меннингера в Канзасе, в начале 1990-х годов он работал бесплатным инструктором отделения психиатрии в Ассоциации молодых христиан и в настоящее время добивается разрешения практиковать в знаменитом медицинском центре Седер-Синей в Лос-Анджелесе, где он время от времени дает консультации по методам гипноза. Психиатр снял на видео сеансы с Лейерт, которая немного похожа на покойную легенду экрана, и рассказал о них в своей новой книге «Мэрилин Монро возвращается. Исцеление души». Будучи Мэрилин, Лейерт в состоянии гипноза вспоминала романы с Джоном и Робертом Кеннеди, включая свидание с Джоном Кеннеди в Белом доме. 33. Загадочная реинкарнация – история современной британки, которая смогла доказать, что жила в Древнем Египте. Когда Дороти Эдди впервые приехала в Египет, она почувствовала, что бывала здесь и раньше, по примерным подсчетам несколько тысяч лет назад. Как такое возможно? Ученые не могут найти этому научное объяснение. Странное перерождение. Дороти Эдди родилась 16 января 1904 года в пригороде Лондона. Когда ей было 3 года, она упала с лестницы и умерла. Этот факт засвидетельствовал семейный доктор, которого вызвали домой. Правда, через час врача попросили приехать снова, девочка была жива и абсолютно здорова, да только это была уже совсем другая Дороти. Она заговорила на родном английском со странным акцентом, затем залезла под стол, плакала и просила родителей отвезти ее домой. На вопрос, куда она хочет, девочка описывала высокое здание с огромными колоннами и прекрасными садами. В возрасте 4 лет семья отвела Дороти в Британский музей. Ребенок скучал ровно до того момента, как девочка вошла в зал, посвященный Древнему Египту, и увидела скульптуры. Ко всеобщему удивлению, Дороти кинулась их обнимать и наотрез отказывалась уходить. Она повторяла, что это ее народ, ее люди, и целовала ноги статуям. Глядя на фотографию храма Сети I, фараона 19-й династии периода Нового Царства, и отца Рамзеса II, она говорила, что это ее дом. Дороти было 15 лет,
когда она описала свою первую встречу во сне с мумией фараона Сети I. Она утверждала, что этот сон помог ей вспомнить прошлую жизнь. Со временем девочка все больше и больше обращалась к древней религии и отдалялась от своей семьи. В 1931 году Дороти вышла замуж за египтянина Эмона Абдель-Мегида. Этот брак был для нее билетом в любимый Египет, где она стала учительницей английского языка. Когда ее ноги впервые коснулись Каира, она опустилась на колени и поцеловала землю, к которой ее тянуло всю сознательную жизнь. В Египте ее видения стали учащаться. Как рассказывала британка, в прошлой жизни ее звали Бинт-Ришит, что значит «арфа радости». Родилась она 3300 лет назад в семье солдата и продавщицы овощей. Когда Бинт-Ришит было 3, ее мать умерла, и отец отдал ее на воспитание в храм. В возрасте 12 лет верховный жрец сказал, что теперь она должна либо покинуть стены священной обители, либо стать жрицей. Девочка не хотела уходить, поэтому приняла обет безбрачия и осталась служить в храме. Однажды к ним с визитом приехал фараон Сети I, который был сражен красотой и молодостью юной послушницы. Бинт-Ришит не смогла противиться воле фараона, она стала его тайной любовницей и забеременела. Весть об этом быстро распространилась. За нарушение обета безбрачия полагалось страшное наказание – смерть. Чтобы защитить своего возлюбленного от публичных унижений, Бинт-Ришит совершила самовольный уход из жизни. У Дороти были очень глубокие знания по теме Древнего Египта, которыми она поражала экспертов. Всю оставшуюся жизнь Дороти Эди посвятила изучению Древнего Египта и стала ценным специалистом в этой области. Ей удалось найти работу на месте раскопок храма Сети I в египетском городе Абидосе. Главный инспектор отдела древностей, который скептически воспринял рассказы Дороти, решил проверить, действительно ли она является перерождением жрицы Бинт-Ришит или это просто фантазии. Британки предложили опознать недавно найденные артефакты из храма Сети I на ощупь в полной темноте. Дороти довольно точно описала рисунки, предметы декора и интерьера, чем поразила всех присутствующих, ведь о том, что находится в помещении, на тот момент знали только несколько человек. Ученые разводили руками. С позиции науки это было невозможно, но Дороти действительно знала то, что никак не могла узнать из книг. Например, женщина с удивительной точностью описывала, как совершались молебны и ритуалы в храме. По ее рассказам удалось восстановить изначальный вид барельефов и памятников. Дороти знала наизусть сюжеты некоторых древнеегипетских папирусов. На протяжении десятилетий Эди вдохновляла ученых. Ее рассказы о жизни и смерти во времена Сети I тронули многие сердца. Благодаря ее воспоминаниям было сделано много открытий. Следуя информации от Дороти, исследователи под руководством Отто Шадена обнаружили в долине царей гробницу Киви-63, которая располагалась рядом со склепом Тутанхамона и содержала останки женщин времен XVIII династии. Когда Дороти вышла на пенсию, ее сын, которого она назвала Сети в честь возлюбленного, предложил переехать вместе с ним в Кувейт, но женщина отказалась. Она хотела умереть здесь, в Египте, рядом с, так сказать, ее храмом. Дороти Эди не стала в возрасте 81 года. Женщину похоронили на Коптском кладбище в Абидосе. Она спокойно ждала смерти, считая, что это поможет ей воссоединиться с возлюбленным. Даже спустя десятилетия после ее кончины некоторые исследователи все еще пытаются доказать, что британка была обычной лгуньей, обладавшей доступом к новейшей литературе и прекрасными актерскими способностями. Другие же говорят, что она была одной из самых очаровательных женщин, которых они когда-либо встречали в жизни. Вы верите, что Дороти могла говорить правду? 34. Удивительная реинкарнация. Англичанин вспомнил, как работал стражем храма 2000 лет назад. Он знал древний город лучше археологов и указал им на местоположение значимых сооружений, при том, что был здесь впервые и раньше никогда не покидал родной Норфолк. Артур Флоуэрдью родился в 1906 году и всю жизнь прожил в английском Норфолке. Однако в его памяти постоянно всплывали картины,
какого-то древнего города в пустыне. Это было так ярко, что он мог поклясться, что жил когда-то в этом городе. Артур легко в мельчайших деталях описывал эти воспоминания. Он рассказывал о них своим близким, но никто особенно не воспринимал его всерьез, пока Артур случайно не попал на сеанс фильма о древнем иорданском городе Петра. Тогда он понял, что картинки, которые хранила его память, связаны именно с этим древним городом. Все встало на свои места. Его воспоминания стали настолько четкими и связанными, что у окружающих не осталось сомнений в их правдивости. Рассказы Артура даже дошли до редакторов BBC. Телеканал записал передачу с ним. Его история стала так популярна, что удивительного мужчину пригласили посетить Петру. И тут началось самое интересное. Артур как будто вернулся в город своего детства. Он шел по раскопкам города и рассказывал археологам, что, где и как было устроено. Он знал о строениях, которые они только начали раскапывать, гораздо больше, чем они сами. Артур указал, где вести раскопки значимых объектов, которые археологи еще не нашли. Это было настолько удивительно, насколько же и правдиво. Но Артур не мог знать о раскопках то, что еще не знали даже сами археологи, поэтому оставалось только поверить в то, что это воспоминание из его прошлой жизни. Артур вспомнил, что в прошлой жизни он был стражем храма. Именно этот значимый объект Петры, храм, высеченный в скале, чаще всего являлся ему в воспоминаниях. Он нашел его очень легко, хотя впервые был в древнем городе. Артур вспомнил, что на своем посту он и погиб, а именно был убит. Все, кто общался с ним, не сомневались в правдивости того, что он рассказывает о своей прошлой жизни. Да и то, как он свободно ориентировался в древнем городе, тогда еще не было Google Maps, что безошибочно указал археологам, где раскапывать новые постройки, говорит о правдивости его рассказов. Он действительно вспомнил свою прошлую жизнь. 35. Близнецы Поллок, доказанный наукой случай перерождения или большая мистификация. Кем была семья Поллок? В маленьком английском городке тихо и спокойно жила супружеская чета Поллок, Флоренс и Джон. Пара, поженившаяся в 1940 году, относилась к глубоко верующим людям, которые исповедовали католицизм. Как и все обычные люди, для полного счастья они хотели создать большую и счастливую семью. Поэтому после рождения двух сыновей в 1946 году в их семье появилась первая девочка, которую они назвали Джоанной. Через несколько лет Флоренс забеременела снова, поэтому семья решила переехать в более просторный дом в городе Хексем. Именно там, в 1951 году, у пары родилась вторая дочь, которую они назвали Жаклин. Неожиданная трагедия. Говорят, что Джон и Флоренс очень много и тяжело работали на своей ферме, поэтому девочки, проводившие много времени друг с другом, сильно сблизились и вообще были похожи, как близнецы. В целом, жизнь Поллоков казалась нормальной, и как любая другая религиозная семья, они всегда обязательно посещали воскресные мессы. В одно из таких воскресений, 5 мая 1957 года, семья как раз собиралась в церковь, но тут кто-то постучал в дверь. Это был соседский мальчик, Энтони, друг девочек, который спросил, могут ли они пойти на мессу с ним чуть раньше своих родителей. Мать и отец согласились, и трое детей ушли в церковь. К сожалению, это был последний раз, когда они видели своих дочерей живыми. Когда дети не спеша шли в церковь, их жизни трагическим образом оборвала машина, ехавшая со значительным превышением скорости. По странному стечению обстоятельств, виновницей аварии стала женщина из соседней деревни, у которой органы опеки недавно отобрали двух дочерей. Потеряв в один момент сразу двух дочерей, семья Поллоков погрузилась в глубочайшую скорбь и не могла найти утешения. Все, что им оставалось, это обратиться к религии и молиться Богу, чтобы Он даровал им еще детей. Появление близнецов. Похоже, Бог внял их мольбам, так как вскоре Флоренс забеременела вновь. Врачи говорили, что у них будет мальчик, но отец, вопреки всему, утверждал, что у них появятся близнецы. Как позже рассказывал Джон Поллок, в глубине души, несмотря на свои религиозные убеждения,
Он верил в реинкарнацию, поэтому бессознательно надеялся, что его погибшие дочери вновь вернутся в этот мир. 4 октября 1958 года на свет появились две девочки, близнецы Поллок. Их назвали Джиллиан и Дженнифер. Сам по себе факт появления близнецов выглядел довольно неожиданно, ведь об этом не знали даже врачи. Кроме того, в роду Поллоков никогда не было близнецов. Прошу обратить внимание на важный момент. Джон и Флоренс еще до рождения близнецов верили в то, что их погибшие дети получат повторное воплощение. Католицизм относится к реинкарнации души негативно, как к лукавству дьявола, поэтому появление близнецов не могло не тревожить верующих родителей. Но они с самого начала были готовы поверить, что души их умерших дочерей воплотятся в этих близнецах. Так или иначе, когда близнецам исполнилось 9 месяцев, семья Поллок решила покинуть город, чтобы начать новую жизнь и не думать о своих погибших дочерях, так как в Хексхэме слишком многое напоминало им о трагедии. Были ли близнецы Поллок реинкарнацией? Физическое сходство близнецов Поллок с их умершими сестрами выходило далеко за рамки генетики, так как у них были даже те же родимые пятна, что и у старших девочек Поллок. У Дженнифер, к примеру, в том месте, где у погибшей Жаклин был шрам на лбу, имелась родинка, походившая на тот самый шрам. Это было далеко не все. Со временем сходство между Джиллиан и Джоанной, а также между Дженнифер и Жаклин только усиливалось. Они, казалось, копировали характер и вкусы своих покойных сестер. Когда им было всего по 2 года, девочки могли подробно рассказать об игрушках, которых они никогда не видели, но которые в прошлом принадлежали их сестрам. Дело приняло еще более загадочный оборот, когда родители решили совершить поездку в Хексхэм, а если быть точнее, посетить то место, где произошла авария. Очутившись в новом для себя городе, близнецы Поллок сразу узнали эти места и начали рассказывать о своих впечатлениях и любимых улочках. Причем они делали это так точно, что родители были поражены их рассказами. Когда родители решили достать с чердака пару старых кукол, принадлежавших Жаклин и Джоанне, близнецы будто сразу их узнали. Джиллиан взяла куклу Джоанны, а Дженнифер взяла куклу Жаклин. Кстати, одна из близнецов неосознанно взяла на себя роль старшей сестры, а другая ничуть не возражала против этого. Помимо прочего, близнецы Поллок часто говорили об аварии, унесшей жизни их сестер. Они даже подробно рассказали родителям о том, как и где девочки были ранены. Кроме того, близнецы всегда боялись переходить улицы и сторонились машин. Что говорят исследователи? Большая часть экспертов, которые изучали случай близнецов Поллок, заявила, что сестры скорее всего слышали, как их родители рассказывали о подробностях жизни своих средних детей и подсознательно присвоили их себе. Точно так же близнецы видели фотографии девочек и начали бессознательно принимать личности своих сестер. Другие исследователи утверждали, что родители намеренно научили близнецов вести себя так, словно они являются реинкарнациями погибших девочек, подробно рассказывая им о жизни сестер. Близнецы Поллок со временем, казалось, забыли о своих, так сказать, прошлых жизнях. Приблизительно с 9 лет они перестали ассоциировать себя с погибшими сестрами и приняли собственные личности. Некоторые говорят, что это в очередной раз доказывает их воплощение в сестер, поскольку считается, что прошлые жизни можно помнить только до определенного возраста. По мере взросления душа меняется и забывает о пройденном опыте. А что думаете вы о случае близнецов Поллок? Они действительно были реинкарнациями своих сестер? Все произошедшее было лишь мистификацией? А может, родители так тосковали по детям, что бессознательно видели в близнецах копии их старших сестер? На этом я бы хотел закончить это видео с 35 реальными случаями реинкарнации. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. В этом видео в его качестве я приведу большое количество коротких историй обычных людей, взятых из различных форумов, комментариев, которые касаются их личного опыта, связанного с реинкарнацией. Это будут цитаты от первого лица. В 1995 году, катаясь на качелях,
погибла 5-летняя Элеонора. Родители не смогли справиться с утратой и разошлись. Отец погибшей девочки повторно женился, и во втором браке у них родился сын. Внешним видом, характером и привычками мальчик был похож на Элеонору. Новая жена, зная, что произошло с дочерью мужа, запрещала сыну кататься на качелях. Однажды, гуляя по парку с сыном, она все же поддалась на его просьбы и усадила кататься на качелях. Во время катания он сказал матери, что уже катался на них, после чего улетел на небо. Мать с ужасом заметила, что посадила на качели сына 17 апреля, в день, когда погибла Элеонора. У меня коллега на работе рассказывала, как она с 4-летним внуком идет по улице, а впереди – солдаты. Она говорит: «Дань, вон видишь, солдаты идут». А он ей: «Бабушка, я тоже был солдатом, меня на войне убили». Дочка Сашенька, 3,5 года, выдает вчера: «Когда папа был маленьким, я его качала вот так». Показывает, как качают ребенка. Вчера ходили кормить кошку к родственникам мужа. Муж жил в этой квартире, когда был маленький. Подходим к дому, дочка наша, 3 года, говорит: «Домой идем». Я спрашиваю: «Ты здесь жила?» Она говорит: «Да, и мальчик, и собачка. Сейчас там живут, правда, 2 мальчика взрослых и кошка». Еще совсем малышкой Шамлине страшилась автобусов и воды. Всякий раз она поднимала страшный крик при виде автобуса и при попытках искупать ее. Ее родители недоумевали, потому что, казалось бы, в жизни девочки не было ничего, что могло бы стать причиной такой фобии. Но однажды маленькая Шамилине рассказала родителям о том, что помнит свою прошлую жизнь. Она родилась в маленькой деревне и погибла, когда пошла за хлебом. Она шла по насыпи, и проехавший рядом автобус отшвырнул ее на затопленное рисовое поле. Девочка рассказывала, что подняла руки, воскликнула «мама» и заснула надолго. Когда семья Шамлини посетила деревню, о которой рассказала дочь, они узнали историю 11-летней девочки, утонувшей на рисовом поле. Причем их дочь сама узнала и родителей своей предыдущей жизни. Еще в младенчестве Доминик боялся погружения в воду. Он поднимал такой крик каждый раз, когда родители пытались посадить его в ванночку, что те наконец сдались и стали ограничиваться растиранием мокрой губкой. Однажды, когда бабушка прикоснулась к его шраму, Доминик, который только начал произносить первые слова, сказал: «Человек в лодке сделал это большим ножом. Было много крови. Я весь был в крови». Затем он сказал, что выпал из лодки и утонул. Его мать утверждала, что сын никогда не был на лодке, никогда не слышал о том, что ножом можно убить, и у него никогда не шла кровь из-за ранения. Это не была случайная фантазия. Маленькая Мэнди помнила, как была своей же сестрой, умершей от врожденной болезни сердца. Все родные были вне себя от горя, когда девочка умерла. Но Мэнди заявила, что умирать было легко, единственное, что ей не нравилось, это то, что все родные так сильно плакали. Но, добавила девочка, возвратиться назад было очень приятно. 2-летний Ричард сумел убедить своих родителей, что он никто иной, как возродившийся собственный дедушка. Он успокоил взрослых тем, что нечего бояться смерти, мне не страшно умирать, со мной это уже произошло раньше. Все было нормально. Когда Лии было 2 года, она ехала в машине с мамой. Когда они проезжали по мосту, переброшенному через высокое ущелье, девочка сказала: «Мама, это очень напоминает место моей смерти». Лия рассказала, что сидела в машине и упала с моста в воду. «Кто же тогда вел машину?» – поинтересовалась женщина. «Я была большой. Я могла сама дотянуться до педалей», – ответила дочь. Девочка рассказала, что упала, потому что на ней не было ремней безопасности. «Мама, я лежала на камнях. У меня под головой были камни. Я видела блестящий мост и пузыри. Они поднимались наверх». Как вспоминает мать, упоминания о пузырях поразили ее более всего. Девочка никогда не ныряла,
не плавала и видеть пузырей в принципе не могла. Пармот, мальчик из Индии, в 2,5 года вспомнил, что был владельцем большого магазина, торговавшего газированной водой и бисквитами. Этот магазин находился в другом городе. Когда родители отвезли его в этот город, мальчик сразу же привел их к, так сказать, своему магазину и показал, как привести в действие автомат с газированной водой, который предварительно отключили, чтобы проверить его знания. Когда индийской девочке Сукле исполнилось 1,5 года, она полюбила укачивать на руках деревянную чурку, называя ее своей дочерью Миной. Через несколько лет Сукла вспомнила достаточно деталей о своей прошлой жизни, чтобы ее семья смогла отыскать описываемую ею деревню. Сукла отвела их к, так сказать, своему дому, и там встретилась с девочкой Миной, чья мать умерла, когда та была еще младенцем. Я в детстве, когда была лет 10, играла в деревне в банк. У нас сосед строил гараж из кирпича, да еще с железной дверью, вот в том недострое я и основала свой банк. Деньги рисовала неделю, так только гораздо позже, уже став работницей в настоящем банке, я была в шоке, насколько у меня была идеальная система, и инкассаторы, и подкрепление, и учет счетов и так далее. Конечно, в детском масштабе, но с точки зрения внутренних банковских процессов это было идеально. Значит, я откуда-то просто знала, как работает именно внутренняя кухня банка. А ведь никто из родственников никогда в банках не работал, никогда никто про работу банков не рассказывал, и по телеку в 90-м году такого точно не было. Получается, я принесла память из прошлой жизни, из серии «Руки-то помнят». Когда была маленькой, года 3-4, постоянно представлялась чужим именем. Сейчас не помню каким, но случай в памяти остался. Мама приводит меня в садик, там новая воспитательница, спрашивает, как меня зовут. Я называю ей то, другое имя. Мы несколько дней так общаемся, однажды мама меня забирает из садика и называет меня моим настоящим именем Наташа. Воспитательница, как Наташа. А она говорит, что она. Мамин ответ: да не слушайте вы ее. А мне говорит: кончай придуриваться. А я не придуривалась, меня так звали, что я могла поделать. И еще из той же жизни. Мне года 4. Я всем говорю, что у меня есть муж и 2 детей. Взрослые хохочут. Помню общий праздник во дворе, взрослые сидят за столом. Мне говорят: Наташка, ну-ка иди сюда, расскажи про мужа и детей. И я рассказываю. Мне 4 года, откуда, что взялось. Какой муж, какие дети. Но знаю, что та женщина погибла в войну, попала в облаву. Мне столько раз снились ужасы военные, как я пряталась. Так что верю я в это явление. Даже не верю, а знаю, что так и есть. Ходила в детский сад. 2 игровые площадки были разделены метровым палисадником, и мне приспичило прыгать с бордюра на бордюр. И вдруг я увидела себя солдатом с оружием в руках, перепрыгивающим через траншею. Стало страшно. На следующий день я опять пошла перепрыгивать газон, но уже ничего не увидела. Мне было меньше 5 лет, в моей памяти это осталось. Когда стала старше, то узнала в школе, что в этом месте проходили ожесточенные бои. Я была совсем мала, телевизора в конце 50-х у нас еще не было, о войне в семье при мне не говорили. Взрослым я ничего не рассказала. Моя племянница, когда была маленькая, говорила, что она была медсестрой и ее убило в окопе. Пошла учиться на медсестру, прекрасно ставила диагнозы, но потом ушла из этой профессии, потому что, как она сказала, ненавидит эту работу. А мой сын всегда прятался под стол, когда летел именно вертолет. И с ужасом смотрел вверх, еле выманивала его оттуда. Ни самолеты, ни шум с улицы, а именно вертолет различал. Когда мне было лет 5, мне приснился страшный сон. Я мужчина, идет война, я бегу по мосту с винтовкой, в меня стреляют, пуля попадает мне в грудь, чувствую боль, падаю, понимаю, что я умираю. Проснулась я в поту и плача. Ну и сон, я подумала.
Прошли года, мы переехали на новую квартиру. Мне 13 лет. Снится тот же самый сон, во сне я понимаю, что уже эти краски и сюжет я видела, и знаю, что будет дальше. Также просыпаюсь в шоке. Проходит еще много лет, и мне снится тот же самый сон уже в 3-й раз. Вот это да! Я думаю, что в прошлой жизни я была мужчиной, военным и погибла на войне. Двоюродный брат жены, младше ее лет на 16-17, года в 4, постоянно рассказывал о том, как его сбили в воздушном бою. Он называл свое звание, фамилию, имя, тип самолета. Все считали его фантазером, проверить невозможно, 70-е годы. Ну а мне часто снился сон, что я в казачьей облаве с шашкой наголо. На левом боку у меня с ранних лет шрам, напротив сердца, по форме напоминающий пулевое отверстие. А я всегда знала, что меня сожгли во время ВОВ. Мне часто снятся сны, но этот я помню с детства. Мне приснилось, что горит деревня, а я стою за полем на окраине леса и удивляюсь, как мне удалось спастись. А потом я посмотрела на свои руки, а они горят, но боли нет, и я понимаю, что меня тоже нет. После этой статьи, особенно про метки на теле, мне стало страшно. У меня на спине огромное белое родимое пятно с рваными краями, которое очень напугало мою маму, когда она увидела меня после родов. Пятно почти не видно, так как у меня светлая кожа. Но оно не краснеет, когда я в бане, и не темнеет от загара. С 4-летнего возраста мне несколько раз снился сон, где на телеге лежат окровавленные тела, и будто бы это тела моих родителей. Этот кошмар возвращался ко мне время от времени. С возрастом я стала понимать, что этот сон очень странен. В моей жизни не было впечатлений, которые могли породить этот сон. В возрасте 4 лет я росла в совершенно лучезарной обстановке в городе в частном доме. Молодые мои родители сами построили дом, телевизора у них еще не было, деревенских телег в округе тоже не было, мордобоев в семье с кровопролитиями тоже не было. Я всегда боялась увидеть этот сон, и все же он мне снился и снился. И я многое помню из той жизни, даже частично перешло в эту жизнь. Супруга слушает, но недоверчиво. Кстати, с ней знакомился, как со старой знакомой. Мне 61, в молодости телевизоров не было, а я вспомнил старые коричневые вагоны-теплушки. И что люди на крышах каких-то зданий, на пароходе-барже ехали куда-то. А у меня сын в 7 месяцев, четко сказал «дай сахар». Мы с мужем стояли к нему спиной, и, услышав это, оба оглянулись. Звук «р» он произнес правильно, звонко. Потом этот же звук произносил слегка картавя, чуть-чуть грассируя. Мне кажется, что дети очень многое помнят из прошлой жизни, потом, взрослея, это все забывают. У меня 2 внука. За младшим не замечали. А старший иногда выдает такое, что нам с его отцом, моим сыном, остается только тихо переглядываться. Ощущение, что волосы на голове шевелятся. Но не может ребенок в его возрасте знать и внятно судить о таких вещах. А скептикам напомню аксиому Коула: общая сумма разума на планете постоянна, а население растет. Когда мне было года 3, я пытался рассказать маме о своей какой-то другой прошлой жизни. Мои попытки начинались с фразы «Мама, вот когда у меня были другие мама и папа». Но мама очень сердилась и сразу прерывала меня. Как она впоследствии объясняла, она была очень возмущена, поскольку с рождения не оставляла меня одного ни на минуту, какие могут быть еще другие мама и папа. А я недоумевал, почему мама сердится, я ведь точно помню ту свою другую жизнь. Потом это прошло. Что я хотел рассказать, я уже не помню, это как-то сразу забылось. И мама тоже не знает, поскольку так и не дала мне возможности рассказать то, что я хотел. Пару раз было до умопомрачения. В одной из стран, где я не был ни разу до этого, вдруг ощутил, что уже здесь был, все было знакомо, на любом повороте тропы парка я знал, что должно быть за поворотом. Потом думал, что у Сенкевича в детстве в передаче видел.
Но уж больно было все детально и страшно и неприятно. Напрягаю мозг беспомощно, жену замучил восклицаниями «я здесь уже был». Вот такими у нас получились тайны мира. 35 реальных случаев реинкарнации. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.